Война. День 337. Ситуация на фронтах. Воздух. Сегодня ночью Россия совершила массированные пуски иранских дронов «Камикадзе» «Шахед-136». Пуски совершались всю ночь, вероятно, с целью вымотать украинское ПВО. А уже на утро были совершены пуски крылатых ракет и стратегических бомбардировщиков и ракетоносителей на море. Также в этот раз применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Есть сообщения о попаданиях, но 47 из 55 ракет было сбито. В свою очередь сообщается о взрывах в Курске, но природа их происхождения неизвестна. Альянс Свободы. После того, как Германия согласилась отправить Украине свои танки «Леопард», к инициативе подключились и остальные страны. На сегодняшний день известно о намерении поставить как минимум 80 танков «Леопард-2». Причем Германия, Финляндия, Испания и Нидерланды отправят одну из последних версий А6, а Польша и Норвегия отправят «Леопард-2» А4. Если говорить о версии А4, то этот танк сопоставим с модернизированным Т-72 до версии Б3 с электроникой и системой управления огнем и тепловизором. Но вот версия А6 уже превосходит даже самый современный российский танк Т-90М «Прорыв», который по сути является улучшенным советским Т-72 и которые Россия уже потеряла в ходе войны. «Леопард-2 А6» превосходит Т-90 в защищенности, главное в электронной компоненте и возможности ведения боя интегрировано с другими системами. Так танк может получать информацию о поле боя и целеуказания извне, например с дронов, что сильно упрощает наведение на цель. «Леопард-2 А6» оснащен 120 мм пушкой, способной вести огонь со скорострельностью 10-12 выстрелов в минуту, в том числе на ходу, благодаря отличной стабилизации. В топливных баках у танка содержится специальный наполнитель, который предотвращает взрыв в случае повреждения. Но в любом случае, даже такая совершенная техника не является чудо-оружием и может быть достаточно легко потеряна. Все зависит от умения экипажа и тактики использования. Восток. Продолжаются бои на линии Сватово-Кременная. Россияне атакуют Новоселевское и Площанку. В районе Кременной пытаются оттеснить украинцев дальше от города. Судя по всему, им удалось войти в Диброву, и теперь это село считается спорным. А вот спорное на правом берегу Северского Донца все еще контролируют ЗСУ, хотя российские войска активно атакуют это направление. Далее украинские войска отражали атаки россиян в направлении Красной горы и в районе железнодорожной станции Соль. В Бахмуте наемники Вагнера продвинулись к мясокомбинату и захватили большую часть северо-восточной окраины. Бои идут в промзоне. Российские войска захватили Клещеевку и ближайшие украинские укрепленные позиции, расположенные на возвышенностях. Защитники отошли на северо-запад. Были опубликованы кадры продвижения россиян вдоль канала Северский Донец-Донбасс, где россияне пытаются прорваться к трассе Н-32, дабы перерезать одну из линий снабжения Бахмута. Сейчас ближайшие российские войска были замечены в 3 километрах от дороги, что довольно угрожающе. В районе Авдеевки россияне безуспешно атаковали украинские позиции возле Новобахмутовки и Красногоровки, а с южного направления российские войска продвинулись в северной части Водяного и были встречены пристреленными на этих позициях украинской артиллерией и противотанковыми орудиями. В результате они понесли большие потери, в том числе несколько БМП. На южном фланге россияне активно атакуют Угледар, беспрерывно обстреливая его из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Дальше обстрелы вдоль всей линии фронта, а также есть кадры оставленных позиций ЗСУ в Каменском. Вероятно, украинские войска отошли за реку на лучшие позиции. Юг. ГУР провели операцию на левом берегу Днепра в районе Новой Каховки. Судя по тому, что они же сами об этом сообщили и опубликовали видео, операция была успешной. По их сообщениям было ликвидировано 12 бойцов РФ и 1 взят в плен.
Херсон и левый берег Днепра продолжают обстреливать. Спасибо за просмотр, буду благодарен поддержке видео лайками, комментариями, желательно адекватные. Также не забывайте подписку и огромное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово.